Пчеловодство Австралии сегодня находится в эпицентре беспрецедентного кризиса, вызванного шокирующей гибелью сотен миллионов пчел за последние 8 месяцев. Более столетия австралийский континент оставался практически единственным местом на планете, которое не затронул самый разрушительный убийца медоносных насекомых — клещ варроа. Строжайшие меры биобезопасности, которыми славится Австралия, десятилетиями оберегали миллионы колоний от этого крошечного паразита, в то время как другие страны с ужасом наблюдали, как их популяции пчел сокращаются на глазах. Но в июне 2022 года этот идеальный защитный купол окончательно треснул. Потеря 80% пчелиных семей в год стала реальностью, с которой индустрия просто не может справиться. А это означает, что под угрозой оказалось опыление в тех масштабах, которые необходимы для производства продовольствия. Проникновение клеща в страну спровоцировало крупнейшую чрезвычайную ситуацию в области сельского хозяйства в истории Австралии, переросшую в отчаянную битву стоимостью в миллионы долларов против врага, едва видимого невооруженным глазом. То, что произошло спустя год после первой находки, полностью изменило все наши представления о защите целого континента, который долгое время считался последним безопасным убежищем на Земле. Австралия действительно была уникальной страной в контексте пчеловодства. Среди всех крупнейших мировых производителей меда она оставалась единственной, куда не ступила нога смертоносного паразита Varroa destructor. Пока пчеловоды в Америке, Европе и Новой Зеландии десятилетиями сражались с этим невидимым врагом, австралийские посяки оставались островком стабильности. Массивный континент был похож на защищенную крепость, где миллионы пчел могли жить без страха. Но за эту защиту приходилось платить высокую цену. Австралия поддерживала одни из самых жестких пограничных режимов в мире. Каждая посылка, каждый самолет, каждое судно подвергались тщательному досмотру. Правительство инвестировало колоссальные средства, чтобы держать опасных вредителей на расстоянии, и долгое время это работало безупречно. Австралийские пчеловоды чувствовали себя избранными, глядя на новости из-за рубежа. Медовая индустрия Австралии оценивалась в миллиарды долларов, и казалось, что этот пчелиный рай будет существовать вечно. Однако эксперты понимали, мир становится все меньше, а международные перевозки интенсивнее. Ученые постоянно твердили, что Австралия — последний свободный от клеща континент, но всегда добавляли пугающее предостережение. Это не вопрос возможности, это вопрос времени. Они знали, что столь агрессивный паразит рано или поздно найдет лазейку. Главный вопрос заключался в том, насколько катастрофическими будут последствия, когда враг, наконец, высадится на берег. Июнь 2022 года стал точкой невозврата. В оживленном порту недалеко от Ньюкасла инспекторы сделали открытие, которое повергло в шок все сельскохозяйственное сообщество. Varroa destructor официально прибыл в Австралию. Этот крошечный паразит размером едва ли с кунжутное семя сумел миновать все многоуровневые кордоны. Обнаружение первого клеща было похоже на появление первого зараженного в фильме про зомби-апокалипсис. Все понимали, что если найден один, значит, где-то скрываются еще тысячи. В течение считанных дней худшие опасения подтвердились. Новые очаги были обнаружены в ульях за 100 километров от места первой находки.
Паразит уже начал свое стремительное распространение. Реакция правительства была мгновенной и беспощадной. Вокруг зараженных зон были созданы гигантские карантинные периметры. Каждый улей в радиусе 10 километров от подтвержденной инфекции подлежал немедленному уничтожению. Самым ужасающим было то, что ликвидировали и абсолютно здоровые семьи. Если пчелы оказывались не в том месте и не в то время, им выносили смертный приговор. Это было похоже на тактику выжженной земли, когда сносят целые жилые кварталы, чтобы остановить пожар. Всего за несколько месяцев было уничтожено более 28 тысяч ульев. Около 560 миллионов пчел были принесены в жертву в попытке остановить вторжение. Зоны ликвидации охватили более 4 миллионов акров, что составляет 2% территории штата Новый Южный Уэльс. Чтобы понять масштаб трагедии, нужно осознать, что представляет собой варроа-дистрактор. Этот паразит выглядит почти безобидно. Маленькая красно-коричневая точка. Но его воздействие на хозяина катастрофично. Клещи прикрепляются к пчеле подобно крошечным вампирам и питаются непрерывно. Но они потребляют не кровь, а жировое тело пчелы, жизненно важный орган, совмещающий функции печени, мозга и главного хранилища энергии. Клещ варроа изначально паразитировал на азиатских медоносных пчелах, которые за тысячи лет научились сосуществовать с ним. Но у европейских пчел не было никаких механизмов защиты. Клещи не только ослабляют насекомых, они работают как инъекционные иглы, распространяя смертельные вирусы. Самый коварный из них — вирус деформации крыла. Зараженные пчелы рождаются с изуродованными крыльями, не могут летать и приносить пользу колонии. Популяция клеща растет в геометрической прогрессии, и в течение 2-3 лет без лечения почти любой зараженный улей погибает. Биология размножения клеща — это шедевр природного ужаса. Самка нацеливается на ячейки с личинками трутней, потому что они развиваются дольше, что дает клещу больше времени. Она проскальзывает в ячейку прямо перед запечатыванием и начинает откладывать яйца. Все потомство питается живой личинкой, пока она пытается развиваться. Когда молодая пчела выходит из ячейки, она уже обречена и несет на себе новых паразитов, готовых заражать остальных членов колонии. Время обнаружения вторжения в Австралии было максимально неудачным. Разгар сезона опыления миндаля. Это период самого массового перемещения пчел в стране. Ежегодно фермеры задействуют более 300 тысяч ульев. К моменту обнаружения клеща тысячи ульев уже успели перевести из опасных регионов в чистые. Паразиты-автостопщики за считанные недели преодолели огромные расстояния. Современные методы коммерческого пчеловодства только усугубили ситуацию. Когда одна колония начинает умирать, пчелы из соседних здоровых семей прилетают, чтобы забрать оставшийся мед, и забирают с собой клещей. Битва за спасение пчел превратилась в настоящую войну. Более $100 миллионов было брошено на то, чтобы остановить интервенцию. Были созданы специальные отряды ассасинов для поиска и ликвидации паразита. В стране ввели пчелиный локдаун. Пасечники не могли сдвинуть свои ульи без разрешения. Однако к 2023 году стало ясно, что война проигрывается. Враг был слишком мал и распространялся слишком хаотично. Сентябрь 2023 года стал переломным моментом. Правительство официально объявило о прекращении попыток полной ликвидации клеща.
Стратегия сменилась на управление. Этот переход стал болезненным признанием поражения. Вместо того, чтобы жечь ульи, специалистов начали учить выявлять инфекцию и применять химические препараты. Пчеловоды стали своего рода врачами для своих насекомых. Появились новые методы контроля, такие как спиртовая промывка. Пчеловод собирает 300 пчел в банку со спиртом, чтобы отделить и подсчитать количество клещей. Химическая война стала частью повседневности. Препараты на основе аметраза и флуметрина теперь есть у каждого фермера. Применение химии требует ювелирной точности. Ошибка в сроках может либо отравить пчел, либо позволить клещу уничтожить улей. Но в этом мрачном сценарии нашелся неожиданный проблеск надежды. Пока европейские медоносные пчелы гибли, коренные австралийские пчелы, которых в стране более 2000 видов, оказались полностью невосприимчивы к клещу. На протяжении 2 столетий завозные пчелы вытесняли местных опылителей, а теперь у коренных видов появился шанс вернуть свои позиции. Ученые надеются, что это вторжение поможет восстановить природный баланс континента. Сегодня Австралия учится жить в мире, где ее былая изоляция осталась в прошлом. Результатом года борьбы стала не победа, а глубокая трансформация. Пчеловодство стало сложнее, дороже и технологичнее. Появились умные ульи с камерами, способные распознавать клеща. Но главный итог — психологический. Австралийцы осознали свою уязвимость. Если крошечное существо размером с мемечко смогло парализовать индустрию на $100 миллионов, значит, мир изменился навсегда. Австралия приняла вызов, адаптировалась и продолжает двигаться вперед, доказывая, что выживание — это не всегда победа над врагом, а умение сосуществовать с ним, становясь сильнее. Клещ Вароа стал постоянной частью жизни континента, и теперь единственный путь для пасечников — это бесконечная бдительность и готовность к новым правилам игры в этой изменившейся реальности.